Если бы мне, скажем, год назад сказали, что я буду жить счастливо в глуши, в старом доме с привидениями и с целым сводом правил выживания, я бы рассмеялся тому в лицо. Меня зовут Джек, и я был типичным городским парнем. Моя жизнь состояла из офисных коворкингов, заказов еды на вынос и вечных пробок. Потом я встретил Лили. Это случилось на выставке современного искусства, куда меня затащил приятель. Она стояла перед гигантской мрачной картиной и спорила с кем-то о символизме использованных оттенков серого. Я в искусстве не разбирался, но в ее глазах был такой огонь, такая уверенность, что я не смог отвести взгляд. Мы разговорились за чашкой кофе в кафе неподалеку. Она была искусствоведом, выросла в маленьком городке и могла часами рассказывать о местных легендах и атмосферных местах. Именно она нашла этот дом, старый, добротный, но требующий ремонта. «Представляешь, Джек, какая тут тишина!» — говорила она, сияя. Для нее это был шанс сбежать от городской суеты и писать свою книгу. Для меня это был прыжок в неизвестность. Но ради нее я был готов на все. Первые месяцы были идеальными. Мы завтракали на веранде, слушая птиц, и смеялись над скрипами старого пола. Лили называла это музыкой дома. Я работал удаленно, она делала наброски для своей книги. Мы были счастливы, по-настоящему. Все началось с мелочей. Я как-то разбирал продукты на кухне, а Лили работала в кабинете. «Джек, перестань, пожалуйста!» «Перестать что?» «Стучать по батарее. Я же слышу, как ты. Раз-два, раз-два!» Я замер. Мои руки были заняты пакетами. Я не стучал. Но я тоже слышал этот звук. Приглушенный металлический стук, доносящийся из глубин стен. Он стих, едва мы замолчали. Далее в ту ночь я проснулся от того, что Лили сидела на кровати, вся напряженная. «Ты слышал?» «Что?» «Детский смех. Прямо в комнате». Я прислушался. Была только тишина, нарушаемая скрипом старых балок над головой. «Показалось, дорогая». Обнял я ее. Дом старый, он так дышит. Но через неделю это случилось со мной. Я вышел ночью в коридор за стаканом воды, и моя собственная тень от зажженной лампы вдруг резко дернулась и замерла на секунду позже, чем я сам. По спине пробежали мурашки. На следующее утро я поделился этим с Лили за завтраком. «Моя тень вчера задержалась», — сказал я, пытаясь звучать серьезно. Она отложила вилку и посмотрела на меня. «Я знаю. Я видела, как занавески в гостиной колыхнулись, когда ни одного окна не было открыто. И мне постоянно кажется, что кто-то стоит в дверном проеме, пока я работаю. Я оборачиваюсь, а там никого». Мы молча смотрели друг на друга. Это был не стресс, это было что-то другое. «Ладно, допустим, здесь что-то есть. Что мы тогда делаем? Вызываем священника со святой водой?» «Нет». Ее взгляд был сосредоточенным, аналитическим, каким он бывал, когда она разгадывала сложный символ на картине. «Сначала мы наблюдаем и записываем. Если это что-то разумное, у него должны быть паттерны, привычки». Именно тогда она принесла с чердака свою старую грифельную доску. «Начнем с того, что мы уже знаем», — сказала она и мелом вывела первое правило, от которого у меня похолодело внутри. Оно звучало так: «Не смотри в зеркала после 3 ночи». Мы легли спать, оставив доску с единственным правилом в гостиной. Я ворочался, прислушиваясь к каждому шороху. «Ты не спишь?» «Нет. А ты?» «Я думаю о том, кто или что установило это правило. И почему именно 3 ночи?» Внезапно из гостиной донесся тихий, но отчетливый звук. Сухой, быстрый скрежет, как будто по грифельной доске провели ногтем. Мы оба замерли. «Ты слышал?» «Да.
Я медленно поднялся с кровати. Джек, нет. Правило. Какое правило? Мы не написали правила про то, чтобы не проверять звуки. Прошипел я, чувствуя, как сердце колотится где-то в глотке. Я краем глаза выглянул в коридор, гостиная была погружена во мрак. Но на лунном свете, падающем из окна, я увидел доску и застыл. Лили, иди сюда. Она подошла и вцепилась мне в плечо. На доске под нашим единственным правилом появилась новая строка. Кривые, будто торопливые буквы, выведенные тем же мелом. Всегда отвечай, если тебя зовут из другой комнаты, даже если это не мой голос. Мы молча смотрели на эту фразу, пока холодный пот не начал стекать по моей спине. Оно говорит с нами. Оно устанавливает свои правила. И тут из темноты кухни тонким детским голосом прозвучало: «Папа! Папа! Вы где?» Лили ахнула и инстинктивно сделала шаг вперед. Я схватил ее и зажал рот ладонью, прижав к стене. Мы стояли и не дышали, пока этот жуткий призывный шепот не стих в полной темноте. Прошло 2 недели. Наша грифельная доска превратилась в кошмарный свод законов, диктуемый невидимым тираном. Не смотри в зеркала после 3 ночи. Всегда отвечай, если зовут. Если видишь тень с красным контуром, замри на 60 секунд. Никогда не оставляй дверь в подвал открытой больше, чем на 5 секунд. Мы жили в состоянии постоянного изматывающего напряжения. Каждый шаг, каждый взгляд нужно было сверять с доской. Лили превратилась в тень, прыгающую от каждого скрипа. Я почти не спал, сидя с ножом наготове. Все рухнуло этой ночью. Я проснулся от ее крика. Лили не было в кровати. Ее истошный вопль резанул тишину. «Джек!» И тут же оборвался, словно кто-то перекрыл ей кислород. Я сорвался с кровати, схватил нож и вылетел в коридор. В гостиной было пусто. Дверь в подвал была приоткрыта. Там внизу слышались приглушенные всхлипы и шарканье. «Лили!» — закричал я, слетая по ступенькам. Подвал был погружен во тьму. Лишь слабый свет из кухни выхватывал очертания старой мебели. Лили стояла спиной ко мне, вся сгорбленная, у дальней стены. «Лили, что случилось? Иди сюда!» Мои пальцы бешено сжимали рукоять ножа. Она медленно повернулась. Ее лицо было все в слезах. Глаза огромные, полные невыразимого ужаса. Оно сказала, если я не посмотрю в зеркало, оно заберет тебя. Из темноты за ее спиной послышался тихий влажный смешок. Я увидел движение. Тень. Не просто тень. У нее был красный светящийся контур. Правило «замри на 60 секунд». Но Лили была там в опасности. Мозг разрывался на части. «Не двигайся!» Но она увидела ужас в моих глазах. Она дрогнула, ее плечи дернулись, и она сделала шаг назад, прямо в объятия красной тени. «Нет!» Я забыл про все правила. Я рванулся вперед, занося нож. И в тот же миг свет погас, и нас поглотила абсолютная тьма. Я услышал ее короткий, обрывающийся вскрик, звук падения тела и тишину. «Лили? Лили, ответь!» В ответ из угла донесся тот самый детский голосок, но теперь он был полон ледяного торжества. «Папа! Теперь твоя очередь играть по правилам. Одному!» Я лежал в подвале, оглушенный тишиной, наступившей после ее крика. «Лили?» Мое эхо было единственным ответом. Я пополз на звук на ощупь, пока пальцы не наткнулись на что-то теплое. Ее рука.
Она не двигалась. Внезапно дверь в подвал с грохотом захлопнулась. Я услышал, как повернулся ключ. Я был в ловушке с мертвым телом любимой. Тишину разорвал знакомый звук. Детский смех. Он доносился из угла. Я замер, прижимаясь к стене. Из темноты поступила белая фигура. Девочка. Ее платье было старомодным, лицо восковым и безжизненным. Папа, тебе понравилась моя новая кукла? Она жестом указала на тело Лили. Я зажмурился. Когда я снова открыл глаза, девочка стояла в сантиметре от меня. Ее дыхание пахло пылью и тленом. Не грусти. Теперь у меня есть папа и мама. Мы будем дружной семьей навсегда. Ее крошечная рука с неожиданной силой впилась в мое запястье. Я не мог пошевелиться. Я мог только смотреть, как тьма поглощает комнату. Понимая, это наш дом теперь. Наша могила. Прошло чуть больше месяца. Дом на окраине, некогда полный надежд молодой пары, стоял молчаливый и пустой. Риэлтор, бодро щелкающий замочной скважиной, впустил в прихожую потенциальных покупателей. О, отличное вложение! Прежние жильцы съехали по срочным обстоятельствам. Он профессионально улыбнулся, стараясь не смотреть на старую грифельную доску, прислоненную к стене. Новые хозяева оказались практичными людьми. Они выбросили доску вместе с другим хламом. Первую ночь они провели в полном восторге от тишины и покоя. На вторую ночь жена разбудила мужа. «Ты слышал? Кто-то плачет в подвале». Муж, ворча, спустился проверить. В подвале было пусто. Возвращаясь, он наступил на что-то острое. Подняв предмет, он разглядел в луче фонаря кусок мела. А на следующий вечер их маленькая дочка, рисуя на асфальте, вдруг без всякой причины вывела кривую, но понятную фразу: «Не смотри в зеркало после 3 ночи». Родители посмеялись над детской фантазией. Они еще не знали, что правила этого дома уже начали действовать для новых обитателей. Игра начиналась снова.